Не хочешь поесть? Может, доставку закажем? Ну, это неинтересно, недавно только заказывали. Каждый раз заказываем одно и то же. Давай тогда выберемся в кафе или в ресторан, я очень голодная. А может, в столовую? Всем привет! Это канал Не Местные, и с вами Константин. Аделина. И сегодня мы с вами пройдем небольшой рейд по недорогим кафе Батуми и узнаем, а есть ли они вообще такие, и если есть, где они находятся. Идем? Очень вкусно. Мне конкретно очень нравится здесь на самом деле. Масла, очень много масла, и огурцы уже успели замариноваться. Все нравится, все вкусно. Я не знаю, я не берусь утверждать, я не специалист, я не повар. Она была не дожарена, она была сырая. Это повар Аделина Эдуардовна. Да. Это максимально некомфортное место для того, чтобы заказывать, стоять. Она сырая. А этот морс очень кислый. Это ужас какой-то такой кислейший морс. Может быть, вы сюда придете, отравитесь, кто знает. Мы сейчас идем по улице Пиросмани. И напоминаю, что у нас сегодня рейд по закусочным и рюмочным, да? У нас сегодня рейс по местам, где можно поесть. Поесть забыл у нас. Весьма, Ладно, проговорился. да, весьма бюджетно и так, чтобы это было причем при этом вкусно. То есть это не кафе и рестораны, которые возглавляют рейтинги, а это вот те самые простые места для туристов, для людей, которые здесь живут. Ну да, если вам не хочется, например, там видеть кучу официантов, которые за вами ходят, то спокойно сесть где-нибудь типа в столовой какой-нибудь, набрать что хотите и просто сесть, чтобы никто вас не тревожил, покушать и уйти. Вот это такие места, я думаю, будут. Информация актуальная на конец июля, на начало августа. Сегодня курс лари к рублю 32,5 рубля, но он может измениться. И вот лично для меня такое недорогое место, где можно поесть, это до 20 лари. То есть там На человека. на человека, да. Это первое, второе и что-нибудь попить. Это вот очень хорошо. И посмотрим, есть ли такие места, потому что еще год назад таких мест было много, сейчас их гораздо меньше. Но еще учитываем, что сейчас сезон, самое дорогое время в году. Ну попробуем, говорят, что такие места есть, до 20 лари покушать. Первое место, какое у нас будет? Это место, оно очень неоднозначное. Да, собираются очереди на вход. Давайте зайдем и посмотрим, что Давайте. их так привлекает. Может, цены? Вот так выглядит это заведение. Здесь шампуры с шашлыком, графина с вином. Мы его называем деревяшка, потому что он такой деревянный. Однако же продолжение у него есть. Вот здесь каменная такая пристройка, буквально вот в этом году открылась. Там, наверное, чуть-чуть по-другому выглядит интерьер. Сегодня очереди пока нет, потому что еще не вечер, как говорится. Да, здесь бывают очереди, особенно вечером даже вот прям стоят. Люди стоят на входе. в ряд, и как бы ты проходишь сквозь эту толпу, и они правда ждут, пока освободится столик, и они смогут сюда сесть. Поэтому давайте зайдем, посмотрим, какие здесь цены и да. какое меню. Вот так выглядит заведение. Здесь деревянные столики. Ну, довольно приятно. Здесь вентилятор, вот кондиционера, может быть, нет. И вот зелень. Настоящая зелень. Виноградик висит. Гамаджаба. Название этого заведения Ардагани. Меню есть на грузинском, на английском, на русском. Ну, давайте посмотрим здесь. И вот вы можете всегда стоп поставить, паузу, посмотреть, какие цены. Это все в ларе, разумеется, можете перевести. Вот греческий салат, например, 12 лари стоит. Здесь холодные блюда. Нам интересно просто поесть. Вот супчики 15, 10 лари, 8 лари. Самый простой 8 лари овощной суп. Горячие блюда. Джахури со свининой, вот популярная, 16 лари стоит. Говядиной 18. Ну, в общем-то, не укладываемся мы. Если салатик там на 8 даже, плюс 15, уже дороже 20 получается. Ну, это как бы такое кафе, среднее кафе, даже не ресторан, а кафе. И попить, что здесь есть?
Тут хинкали. А, вот хинкали недорогие, но не везде недорогие, по 1,2 лара за один хинкали. Соусы. А, вот кофе. Цен почему-то Чай. нет. Чай 3 лари. 3 стоит, лари. да. Кофе растворимый есть. Ну и, в принципе, горячий. Вот здесь разные напитки алкогольные. Боржоми стоят 3 лари. Цены не низкие, я бы сказал. То есть я думаю, что можно найти дешевле. А вот цены как раз вино белое полусухое 6 лари за 1 литр. За литр, Представляете, да. это целый графин за 6 лари. Мне кажется, вот почему образовывается. Аделина всегда восхищает эта цена за вино. А тут еще есть и коньяк с такими рецептами. Коньяк, да, тут Как разливной может- коньяк. Как может стоить вот это вот так? И, кстати, я часто здесь видел грузин, мы здесь сидели. Грузин, которые просто компании приходят сюда, берут графин коньяка, просто сидят, разговаривают, выпивают, ну то есть так культурно сидят. И присоединяются к ним еще потом компания, потом насчитывает уже человек 5, 7, 10 человек. Просто сидят и общаются, как будто они все друг друга знают. Ну, так и есть на самом деле. Видимо, Батуми да. небольшой город. И столы, поэтому все вот такие минимум 4 человека с возможностью еще двоих сюда присесть. В общем, здесь цены вот такие. Идем Ну, дальше. да, это дороже, чем мы хотели, поэтому идем дальше. Хотел бы добавить про это вот заведение деревяшку, то, что оно очень популярно среди компаний из-за дешевого вина и мяса. Здесь шашлык недорогой. Несколько раз я пробовал, один раз не очень, а остальные 2 раза, ну, прилично. И порции небольшие, но недорого. Поэтому вот, если хотите в компании посидеть, оно подходит. С улицы Пиросмани, вот эта вот улица Пиросмани, мы повернули на улицу Джавахишвили. Сейчас я вам покажу. Вот, Джавахишвили вот это вот идет. Она идет прямо мимо Макдональдса, до Магнолии. И вот здесь на прилегающей второстепенной дорожке есть такие уличные кафе, террасы. Нам как раз такие и нужны. Будем надеяться, что здесь можно перекусить. Я вот уже вижу хачапури и разного рода чебуреки. Мастер Тач называется. Давайте сюда зайдем, например. В этом выпуске нет рекламы, это просто спонтанное заведение, куда мы заходим. Гамарджоба. Вот такие вот цены. Это пицца 20, ну смотрите, лари 17, 20, 15, лаваши. Здесь тоже пицца. Пицца это немножко не то. А вот гриль есть. Картофель фри, рис 35. Ну какие цены опять высокие. Я бы не сказал, что они низкие, хотя мы на улице. Цены высоковатые. Суп куриный 10 лар. То есть если что-то еще взять, это уже будет 20. Фарш омлет. От этого кафе вот здесь перекресток большой, где вот там дальше Subway и Батуми Молл. А здесь это улица вот, значит, Гаргеладзе. Вот так вот идет. Мы сейчас на нее свернем. Я видел, что здесь несколько мест есть, где можно сесть и перекусить. Аделина нашла какое-то место. Называется Homemade Cuisine, да. Ну, как по ценам? Здесь мы видим пельмени. Говядина, свинина, курица, цены. Картофельное пюре 15 лар, все, это не наша тема, потому что, ну, это очень дорого. А вот греческий 25, нет, все, это не наша тема, короче, идем дальше, нам нужно подешевле, пойдем дальше. От такого рода заведения мы не будем заходить, потому что здесь хоть все недорого, но это выпечка. Ну, я думаю, что выпечка только можно перекусить, это не полноценный обед и ни разу не полезный. Вот, опять же, хачапури по-аджарски, здесь пицца. И не знаю, как Но несмотря на то, что мы здесь решили сегодня не есть, на самом деле это очень популярный вид перекуса здесь в Грузии.
Вот такие вот ларьки стоят везде по всему городу. И местные с удовольствием едят, и туристы это едят, конечно же, потому что для приезжих это что-то необычное, новое на вкус, но все-таки это для нас это перекус. В сегодняшнем выпуске мы хотим вам показать полноценно. Второе, например, напиток и еще что-то. Поэтому пройдем. Да, то есть один раз можно перекусить, но хочется найти место, где можно обедать каждый день. А здесь вот, ну, я по себе знаю, что мучное очень быстро надоедает. И как бы оно ни было вкусно, но все-таки уже очень не хочется. Каждый день это есть, уже не лезет. Зато что хочется есть каждый день. Посмотрите на эту черешню просто. Черешня, да. Ну, черешня тоже не наешься, я думаю. Какая-то просто потрясающе вкусная. Да, в сезон большое разнообразие, просто россыпь разных ягод. И малина, вот, и клубника, и ежевика, и бананы, понятно, они всегда. Киви, черешня, персики, нектарины. Все, идем дальше. И груши, вот, виноград здесь, виноград черный, белый, какой хотите. Но мы идем дальше, потому что нам нужно найти место, чтобы обедать. И вот мы уже подходим к Орби. Это очень популярное такое место для проживания, потому что очень много номеров, довольно недорого, и остановиться на пару недель это самое то. Мы уже дошли до нового бульвара Батуми, ой, точнее, да, новая аллея героев. У нас про нее, кстати, есть выпуск. Да, вот там выпуск. Вот здесь. Посмотрите, мы прошли ее всю от начала до конца и показали вам все классные, находящиеся здесь какие-то элементы новые. О, а этого не было, самокат поставили, смотри. Вот для самокатов эта аллея прям идеальная. И мы дошли уже до Орби, это же строящееся здание. Посмотрим, может быть, около Орби что-то мы найдем. Поесть, покушать. Потому что здесь очень много людей живут. Должны же какие-то быть места популярные, недорогие. Мы находимся около Орби, блок С. До этого здания мы не нашли ни одного места, где можно перекусить. Там была какая-то шаурмичная, ну это такое забегаловка, перекус. А вообще нужно нам пообедать. И вот мы увидели столовую. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть. Как раз это то место, должно быть то место, где должно быть недорого и без особых таких проблем зайти, сесть и покушать и уйти. Так что давайте зайдем. Ой, можно. Очередь. Мы постоим в очереди. То есть, как мы видим, это популярное место, очень много людей уже кушают, а некоторые вот стоят в очереди, чтобы что-то набрать. Интересно, вот мы видим холодильники здесь, можно купить напитки, но я вижу не такие дорогие, прям пока радуют цены, посмотрим, что там дальше. Ну а здесь мы видим уже второе, котлеты, на второе там есть рис, есть пюре, гречка, подлива и большое количество супов. Из них есть рыбный 5 Цены лари. не везде есть, странно. Да, куриный бульон цен нет, харчо 5, борщ 4, но это прям такая цена. Вы видели до этого супы, мы вам показывали. Здесь и правда ниже немного. В общем, здесь, как вы видите, очень много людей. Не протолкнуться, максимально некомфортное место для того, чтобы заказывать, стоять. Ну, мы этого и хотели, чтобы подешевле. Здесь, смотрите, вот находится кондиционер. И смотрите, вот сейчас на моей улице. То есть он охлаждает 17 градусов. Если я постою минут 5, я заболею и умру, наверное, прям тут же. И поэтому, а он будет прямо вот так. И поэтому сесть можно только вот так, прижавшись, чтобы вам не дуло. Вот мы прям в уголке самом. То есть вот так вот здесь сделано. А больше мест нет. Ну что ж, давайте приступаем к обзору нашего обеда сегодня. Мы взяли не так много, то есть это всего лишь второе и напиток. Но я вот еще взял салат. Все вместе у нас вышло на 25 лари. Я думаю, это хорошая цена. Примерно по 12 лари на порцию, то есть на каждого. Можно было взять еще салатики,
это было бы 15 лари на человека. Ну, то есть мы уложились в этом плане. Давайте проверим на вкус. Может быть, это вообще невозможно есть. Я взял гречку и 2 котлеты говяжьи. Ангелина взяла пюре. Тоже говяжьи котлеты. И нарезку овощей. Вот такой импровизированный салат. И вот такие вот напитки. Это тархун, а это у нас Виноград. Виноград, да. Освежающе. Да, но пить можно, хорошо, вкусненько. Мы едим и волосы назад, потому что здесь конца нет. Все-таки он дотягивается до моей головы и дует, поэтому приходится так нагибаться. Какая-то как будто, да. И здесь вот мы кушаем, уже начали пробовать. Гречка, котлеты. Очень вкусно. Мне котлеты очень нравятся здесь на самом деле. Гречка такая не переваренная, очень хорошая, нормальная, не пересоленая. Все прям прекрасно. Лимонад тоже хороший, прям как и в Тахтаре, как самый лучший лимонад в Грузии. Аделине тоже нравится. Тебе нравится? В целом есть можно. Пюре пожалели молока или масла, я не понимаю, нет сливочности абсолютно. Оно простое, да? Вот на воде такое дело, да. Но в целом котлета, да, есть можно, говядина. Ну, она с кинзой. Кому не нравится кинза, вот нам это не очень, чуть-чуть чувствуется. Ну, грузины везде кладут эту кинзу. Как мы видим, народу не убавляется, наоборот, становится все больше и больше. Все столы заняты, вообще все занято здесь. Мы видим разливные напитки, можно какие-то взять. И на улице тоже, смотрите, все занято. Вот собака даже не знает, где найти место. Все кушают. Ну, сейчас самый обед. Я объелась. Ты объелась? Да. На самом деле за эту стоимость кладут очень много. В целом это очень сытно. О вкусах не спорю, здесь мы вообще ничего говорить не будем, потому что каждому свое, кому-то это будет казаться божественно. Мне понравилось. Котлеты вообще хорошие были. Да и гречка. Но в целом по количеству еды, по цене. да. У нас получилось, вот мы считали, если напитки убрать, напитки по пол-литра, это многовато на человека. А получается 19 лари. 19 лари, вот эти вот 2 порции и с нарезкой овощей хороших причем. Так что вот, можно первое место, где мы вложились в наш бюджет. И вот сейчас мы обошли с правой стороны, вот оно, здание столовой, где мы были. Мы прошли посмотреть, что еще здесь есть рядом. И вот прямо напротив нашли вот такое вот грузинское кафе. Не знаем, что здесь есть, давайте посмотрим. Джаба-джаба меню, yes? Мирули, плохо видно, отсвечивает. 15 лари. Аджакури 12. Фасоль 8. Джакури это картофель с мясом. С говядиной, да. Такое прям все шкварчит, все жареное. Вот салаты, куриный салат 8 лари. Огурцы, помидоры 8 лари. Классический салат. А мы взяли столовый за 4 лари нарезку, почти как салат. Да. Здесь дороже в 2 раза. Ну и также здесь хинкали, хачапури 10, хинкали. Кстати, один стоит всего 1 лари. Да, везде они уже 1,2, 1,3. Ну это минимум 1-2, да. Ну еще также можете взять здесь пиццу и разные виды хачапури. Хачапури по-аджарски 14 лари. В принципе, вот такие вот цены. Ну и напитки есть абсолютно разные. Вода, соки. Вот, кстати, такой же лимонад, как вы пили. Вот такой же лимонад стоит здесь также 3 лари. Поэтому вот, называется Кейвани. Такое вот заведение. Сошли совсем немножко от Орби, от той столовой, где мы кушали. И смотрите, что мы видим. Еще одна столовая вот такого вида. Называется Homemade Cuisine. Домашняя кухня. Вот название. Тут видим нарисовано хинкали. Жареная какая-то там курочка. На вынос. Но мы видим, что там кушают. Давай.
как мы видим, здесь люди тоже сидят. Я думаю, что будет дальше все хорошо. Посмотрим, Wi-Fi. что у нас есть. Круто. Wi-Fi есть, да. О, блинчики. Это завтраки. Ну вот завтраки быстренько пробежимся. Вообще нас интересует, салаты, греческий салат 10 лари. Уже дешевле, уже хорошо. 5 лари, салаты из Из огурцов, какой я брал. Да. То есть там стоило 4 лари, здесь 5, ну тоже неплохо. Супы 7-8, харчо, например, острые 10. Блюда с гарниром. Котлеты с курицей с гарниром, вот, например, 9 лари. Ну, уже рядом, да, уже можно покушать, уже значит на 20 лари, здесь точно можно поесть. Мы сейчас не будем есть, потому что мы уже наелись. Но вот цыпленок табака 20, он большой будет. То есть можно взять, например, вот второе, например, салатик какой-нибудь. Хинкали здесь сколько? 5 штук, 10, по 2, да? Получается, по 2 лари. Это дорого. Ну, гарниры, смотрите, отдельно пюре 4, отдельно гречка 4. То есть там был какой-то, как типа бизнес, что ли, ланч, здесь так дешевле. Ну отдельно тоже можно, да. И вот десерты здесь есть. Побольше, конечно, выбора здесь, поцивильнее мы видим, здесь уже можно сидеть, не толкаясь. Все хорошо. И черный чай 2, вот уже, да, чуть пониже, чем в деревяшке. Холодные напитки, вы сами видите, плюс-минус. То есть я думаю, что мы можем здесь на 20 лари на человека точно покушать. Вполне, Да. конечно. То есть второе будет, может какой-нибудь салатик, да, и напиток какой-нибудь. Ну, я думаю, это будет полноценный обед, без ущерба по каким-то элементам, да, это будет и белки, и углеводы, и салат вы можете взять в клетчатку. Все, что нам нужно организму, ты берешь, и за это выходит не больше 20 лари на человека. То есть второе место, которое мы нашли, вот палец вверх. Не Вы знаем, представляете, мы вот только это нашли, мы правда здесь впервые. За все время жизни в Грузии мы не были ни в прошлой столовой, ни в этой. Поэтому все, что мы вам показываем, мы сейчас вот находим просто на ходу, мы идем гуляем и заходим в эти места. И это прям такое открытие. Поэтому мы идем дальше искать еще. и мы начали как раз там, где мы недалеко, где мы живем, поэтому как раз вот, чтобы рядом с нами. Но если этот выпуск наберет много лайков, если вам понравится, так что ставьте лайки. Мы снимем для вас выпуск про самые классные и недорогие места в самом центре города, это Старый Батуми. Там, я думаю, знают, что многие очень красивые улицы, очень красивые парки. И вот интересно, там есть ли хорошие места такие, что можно прийти покушать? Ну, а мы идем дальше, выпуск еще не заканчивается. Мы с вами переносимся снова на улицу Пиросмани, потому что вспомнили, что здесь есть одна кафешка или столовая, ну, скорее всего, кафе это, с невысокими ценами, где мы уже кушали, обедали. И вот оно. Кафе называется Элан. Давайте пройдем, посмотрим, какие же здесь цены на стандартные блюда, которые мы смотрели. Такое небольшое, здесь всего раз, два, 4 стола. Оплата по карте, как мы видим, возможно. Есть такой маленький телевизор. И там уже выход на улицу. Здесь есть туалет. Вот здесь есть сразу горячее блюдо, подбивное цельным гарниром. И все, до 10 лари горячее, хорошо. Салатики греческие 12 лари стоят. Ну такие цены. Средние кафешки, средние. Я думаю, что здесь в 20 лари, конечно, можно уложиться без напитка, но как бы все равно тяжеловато. Вот кому интересно, смотрите. По качеству еды. Еще окрошка у нас есть. Крошка с ветчиной, и без курицы, и без Спасибо. Еще крошка есть. Еще есть изюмина, и здесь сухой такая домашняя атмосфера. Я не делала салат, были очень большие порции, и мы просто их все сложили в контейнер и убрали с собой. Это мне понравилось собой. Так что вот такое вот место, круглый человек может есть. Если вы человек,
что тишина, никого, никто не бегает, детей с кругами нет. Но мы идем дальше. Хотел бы еще добавить, что мы снимаем выпуск про кафешки и столовые недорогие, которые находятся в районе Орби. И вот с улиц, примерно с улицы Абу-Сиридзе, где находится Блэкси-молл, Карфур, и до Химшиашвили. Это самая крайняя, последняя улица перед набережной. Почему здесь? Потому что это такой район, самый заселенный, и где будет не так дорого. Потому что если рассматривать кафе и столовые на берегу, на побережье, прямо около моря, то там хоть и название будет столовое, но цены будут ресторановские. Ну, сами понимаете, потому что недалеко от моря, много туристов. Да, если же интересно будет, мы снимем вам в старом городе тоже выпуск, какие есть недорогие места. Если что, пишите, ставьте лайк, мы так поймем. А пока мы снимаем не старый город, а только вот район Орби. А мы уже с вами находимся у ЖК «Магнолия». «Магнолия» — это вообще название дома. Ну, так уж получилось, что теперь это главный ориентир большого количества кафе, ресторанов, кальянов и в том числе столовых. Вот здесь, прям по всему периметру дома, дом идет квадратный, большое количество кафе. Мы обошли Магнолию кругом и вообще ничего не нашли. Там есть какие-то закусочные, какие-то фастфуды, кальянных очень много. И вот единственное место — столовая, буфет «Магнолия». Нашли мы слово «столовая», а столовая означает дешево. Зайдем? Да, именно со стороны, ближе к Химшиашвили, получается, вход сюда в столовую. Не со стороны моря, а вот именно с этой. Да. Давайте зайдем, посмотрим. Зал здесь довольно прилично. Очередей нет. Сразу в магазинчике, где можно купить, холодильники, точнее, где можно купить напитки. Здесь у нас салатики лежат. Цены вон там повыше. Яйца. Здесь можно куриная окорочка, перчик. Потом рыбка, я вижу. Плов. Паста. Рис. В общем, пюре. Не говоря уже о... Вот, гречку принесли. Здорово. Цены, наверное, вот здесь. Цены. Вы видите? Ну, в принципе, так все в районе 2, 4, 5, 6. От джахури 6 стоит. А вот на русском языке, да, и на грузинском. Сырники. Вот. Я думаю, это нормальное место, попробуем здесь покушать. Наш обед сегодня состоит из... я взяла булгур, котлету куриную и салат, огурцы и капуста. Ну и лимонад. Самый вкусный в мире лимонад на Тахтаре Фэйхуа. Константин, давайте догадаемся, что же он себе взял. Могу предположить, что это гречка Это устрицы. и 2 говяжьи котлеты. Я Опять? взял себе устрицы, а мне наложили опять гречку. Ну, в общем, да. Он взял себе компот. А из чего компот? Это вино. Хорошо. Вино-компот. Это ягодный морс, короче, это. И салат оливье. Салат оливье, где, довольно много этого майонеза, ну ладно. Ну, тут может быть просто еще вода. Ну, в общем, сейчас мы будем все это пробовать и скажем вам наши впечатления. Цена 31,5 лари, то есть на двоих. Получается, что мы уложились по 15 лари за человека и взяли, полноценный обед, считаю. Без первого, но первое не всегда едим, поэтому укладываемся в этой столовой, все хорошо. И мне здесь больше нравится, чем предыдущий, где мы кушали. Просто здесь меньше людей гораздо, Здесь нет меньше очереди. людей. Так что приятного всем аппетита, кто кушает. Начинаем. Вот оказалась вся еда холодная, потому что брали с прилавка, понятно. Но здесь вот есть зато микроволновка. Можно все это поставить и разогреть. Нормально, удобно. Такая столовое самообслуживание. В принципе, такие и есть столовые. Буквально 2 минуты и обед готов. Аделина, что-то ты недовольно выглядишь. Что такое? Что не так? Прошу внимания на котлету. Котлета куриная. Сейчас я пытаюсь ее, вот прям смотрите, как я ее разламываю, как она тянется.
Мгм. Она сырая. Но она немножко как будто разогретая. Там уже видно поджарка даже сверху, но Ну, как это будто бы сверху кинули, недоготовленная, да. как в сырой вот. Ну как Сырой мясо. фарш слепленный, немножко поджаренный, да. То есть не дожаренный. А почему ты не ешь салатик свой, изумительный салатик витаминный? У нас не было цели делать антирекламу. Салат мне понравился тем, что он, я не знаю, когда был приготовлен, масло, очень много масла, и огурцы уже успели замариноваться. Ну хорошо, а как тебе лимонадик? Лучший, Все, рекомендуем, значит. самый лучший. Кафе вообще, рекомендуем к посещению. лимонад это фэйхуа и сапирави, ну для меня, по крайней мере. На Тахтаре. На Тахтаре, да, вкус сапирави и фэйхуа. Мгм. Ну что, смотрите, а я вот ем, мне нормально. А вот это у него кусок моей котлеты лежит. А это кусочек я попробовал Аделины котлеты. Ну да, он какой-то, как ну фарш. Он ничего противного нет, но сырой фарш как бы тоже ничего приятного, наверное, кушать нет. У меня котлеты очень хорошие, они говяжьи, мне очень нравятся. Как вот в школе раньше столовых делали, очень круто. Ну, гречка есть гречка, ее испортить тяжело. Вот, так что, ну, здесь очень много майонеза, конечно, вообще такой. А этот морс очень кислый. Это ужас какой-то такой кислейший морс. Но, в принципе, Полезно. да, полезный, но Мы вышли из столовой, поели, подошли к сотрудникам столовой, показали им котлету. по поводу котлет, которая была как будто бы немножко недожаренная, они, Как будто бы. возможно, я не знаю, я не берусь утверждать, я не А я берусь специалист, я утверждать, не она повар. была не дожарена, она была сырая. Это правда. повар Аделина Эдуардовна. Да. Смотрите, они нам вернули деньги, они не стали даже спорить, вернули нам 2 лари. Вот. Ну, в принципе, они признали то, что это немножко здесь не то, поэтому как, я не знаю, какие нам выводы здесь делать. Наверное, второй раз мы сюда. Нет, я бы пришел, потому что мне понравились мои котлеты и гречка, и все хорошо. Компот был не очень. Вот. Так что решайте сами. Только мы сели есть. Человек, наверное, 10 точно подошло. Начал заказывать. Такое впечатление, что уже не первый раз они здесь заказывают. Возможно, нужно заказывать то, что удачно, то, что вам нравится. Не все здесь может быть удачно, но вот то, что понравится вам, будет недорого и быстро. Вы очень быстро можете заказать по сравнению с предыдущей столовой. Так что и находится около моря. Прям вот купались 3 минуты сюда до столовой. Я надеюсь, что мне все-таки удастся поесть. Идем смотреть, искать. Сейчас мы в Гранд-Моле. Я нашел на картах, Google картах столовые, где ближайшие еще есть. И не нашел Олива кафе. Долго думали, где он находится. Привел прямо в Гранд-Молл. Оказывается, да, где фудкорт. Здесь есть за Макдональдсом такая маленькая кафешка. Она столовского типа, где можно самому набирать. Мы вот только что заходили, сейчас снова зайдем и там перекусим. Как думаешь? Что там? Давайте посмотрим, во-первых, на цены, потому что форматы этой столовой самообслуживания находится, это все в торговом центре. Повлияет ли это на ценовую политику? Надо смотреть и проверять. Пойдем. Ну да. Но выглядит там вроде очень все неплохо. Поэтому почему нет? Здесь такие сладости есть. Это Гранд-Молл. Да, и в Гранд-Молле открыли кинотеатр, смотрите. Кинотеатр Хавея Синемас. Только недавно, похоже, заработал. Ну, там фильмы на английском языке я видел и на грузинском. Так, вот Мак. Ориентир, да, Макдональдс. Поворачивайте. Обходите. Сюда, да. И прямо за Макдональдсом, не доходя до вот того большого кафе крутого. Ну, такая вот Олива кафе. Ну, очень прилично выглядит. Посмотрим, что там есть. Начинаем все с подноса. Здесь такие пластиковые вилки, ложки. Хлеб видим. Можно взять. Видно, что свежий. Здесь блинчики. Там что-то с икрой, очень вкусно. Витаминный салат, смотрите. У меня сегодня было 2 с витаминным салатом, я его уже брала ранее. Попробуем еще, да. Можно сельдь под шубой? Это сельдь под шубой у вас? Да, можно ее? Там еще крабовый мы видим салатик. Здесь какой-то... здесь греческий салат. Круто. Цен по-прежнему я не вижу, но есть какая-то вот милкшейк, шоколад. Акция. Классно.
Блинчики с мясом 7,8. Сюда сыр. Хэм, ветчина с сыром 7,8. Это за один, интересно? Да. За один? И, знаете, это один 7,8 лайв. Две. За два? Да. За два блинчика. Вот такая цена, 7,8 лари. Смотрим, здесь у нас пюре аппетитно. И там ролльчики, да. Я думаю, все они свежие. Цены не вижу. Не только пюре, тут еще и макарошки, я вижу, и гречку. Мне гречку в третий раз. Сразу, смотрите, сразу за что я ставлю плюсик, это за посуду. За посуду? Она Одноразовая? бумажная и одноразовая. Одноразовая посуда. Вот за это сразу плюс. Так неудобно, она такая. Это легкая. очень удобно. Ага, вилки Да, одноразовые. одноразовые вилки. Два плюса. Два плюса. А где ты взял вилку? Там они в начале сам. Я думаю, что возьму пасту и какой-нибудь котлету, наверное. Там овощи очень прикольные, такие красивые лежат. Я думаю, что они, да, на пару. Нет, гречку я не буду брать сейчас. Вот вам цены такие. Здесь, например, булгур 5,9 лари. Картошка и так далее, кабачки, чикен шримпс. Вот здесь есть очень аппетитные куриные, значит, эти крылышки, да, прям такие, смотрите, они прям все такие классные. Рыбка, здесь это лосось, скорее всего, здесь какие-то еще котлетки, шашлычки, ну, в общем, все очень круто выглядит. Вот эти правильно цены. Чикен, ну вот они все в ларе. На 32 умножайте, это будут рубли. Так, ну Аделина уже пошла дальше. Да. Ну вот десерты. Смотрим, какие десерты. Здесь булочки, тортики. Очень аппетитно тоже все выглядит. 6,8 лари, 7 лари, 7,5, 10,5. Это чизкейк. 4 и так далее. Вот здесь 4,9. 5,5. Круассанчики очень вкусные. Вот здесь цены, смотрите. Идем дальше. Ну что, вот он наш ужин в кафе-столовой «Олива». Я взяла блинчики с ветчиной и сыром, салат витаминный, повтор посмотрим, сравним с предыдущим местом. И здесь у меня чай черный. Вот. Поверьте, что там чай черный. Константин. Под шубой, вот такая, как будто бы я еще не пробовал. Так не гречка у тебя? Сегодня не гречка, сегодня у меня очень альденте, короче, паста, макарошки и в кляре тилапия, рыбка, вот такая должна быть, я не знаю, какая будет, а здесь у нас компот, холодный такой, видите? Он Не верим, похоже не на компот. Трубочку я забыл, ну, в общем, получилось 44 лари, почти уложились, мы хотели 20 лари уложиться на человека, получилось 44, ну, почти уложились, посмотрим, как это на вкус. Прямое включение, я не мог не поделиться с вами. Какой же все-таки, смотрите, неудобно, конечно, снимать. Свежайший салат, вкуснейший салат, тут очень много сельди. Потом рыбку, посмотрите, вот эта рыба, она прям, видно, что, во-первых, классно промаринована, проперчена, такая вот классная она вся. Вот этот кляр, ну кляр, конечно, многовато здесь, ладно, она какая свежая. Нежнейшая тилапия. Это вообще очень вкусно. Паста, макарошки. Они, да, они альденто, они такие прям тверденькие. В общем, все нравится, все вкусно. Супер по сравнению с предыдущими столовыми. Здесь все супер классно. И очень вкусный компот. Он уже не кислый, он такой в меру сладкий. Ну, дорогой, конечно, 4 лари стоит такой компот. И чай здесь дорогой. Вот чай. Вот Аделина. Теперь обратите внимание на салат витамины, как он должен выглядеть. Так. И можете сравнить его, как он выглядел в другом месте. Это действительно витаминный салат, и на вкус это тоже очень приятно. Блины очень нежные, само тесто, сами блины очень вкусные, начинки очень много. То есть прям не пожалели.
Ну, соответственно, это вкусно. Салат он очень свежий, видно, что его сделали недавно. Нет никакой излишней заправки в виде масла, уксуса и прочего. То есть я его ем прям с удовольствием. Да. Все ссылки, все локации вы найдете, помимо того, что они указываются у нас здесь на экране, Да. также все они будут в описании. Поэтому вы с легкостью можете найти каждый из тех мест, которые вы сами посетили. Это не реклама. Может быть, вы сюда придете, отравитесь, кто знает. Но мы еще не знаем, отравимся или нет. Если этот выпуск выйдет, значит с нами все хорошо. Еще не прощаемся, у нас следующих, я думаю, еще будут места. А мы переместились уже в район Батуми-Мола. И здесь, смотрите, вот есть Subway. Понятно, что сегодня он не подходит под нашу тему, но, однако, здесь можно перекусить, здесь можно взять какой-нибудь сэндвич собрать. Ну, он выходит примерно на 20 лари, даже чуть дороже. Ну, на 20. Можно за 15,90, но это минимальный набор компонентов. Если вы добавляете хоть один еще лишний компонент, то, соответственно, цена сразу возрастает. Прямо по диагонали от Батуми-Мола мы нашли такое место. Называется оно... Здравствуйте. Кастелло называется. Это, я не знаю, что это такое, там кальянчики какие-то стоят. Давайте пройдем посмотрим. Вроде люди сидят. Может быть кафе, а может быть какое-то такое вот, может быть простенькое. Так. Мы видим сразу, что здесь есть завтраки по 20 лари. Ну, укладываемся, да? Такой вот завтрак, микс. Тут немножко отсвечивает. Микс, хумус. Греческий салат 15. Ну, как будто бы дороговато. С салатами точно не уложимся. Ищем дальше. Ну, здесь... А вот это очень вкусная штука. Это суп чорба. Это суп из чечевицы. И всего 5 лари. Угу. Ну, одной чорбы наешься или наешься? Ну вот, что здесь мы смотрим? Что-то я не вижу, здесь все дороже 25. Ну, есть, конечно, что-то, но я думаю, что мы не уложимся. Хинкали, ну, смотрите, по 2 лари за одну штуку, да. Это очень дорого. Короче, нет, не наша тема. Ну, кому-то, если интересно, смотрите вот цены, да. А еще здесь есть... Да. Ну, здесь 40 лари. Есть дешевле, конечно, и 70 есть, да, лари. Такие вот на ананасе, скорее всего, да. Все, понятно. Ну, вот мы в этом выпуске показали вам, может быть, не все места, конечно. Если вы знаете какие-то еще места, где можно перекусить, напишите в комментарии. Те, которые мы обошли вот за несколько часов. Сейчас вы видите название тех мест, в которых побывали мы, и где поесть вы можете до 20 лари на человека. Конечно, этих мест гораздо больше. Мы не делали своей задачи обойти их все в одном выпуске. Но если вдруг вам интересны еще какие-то места, может быть, наоборот, которые повыше рейтингом, или еще какие-нибудь интересные заведения, пишите нам обязательно, и мы снимем для вас новый выпуск с этими местами. Ну, как я говорил в начале, если вам нужен выпуск про топ мест в старом Батуми, таком историческом, то пишите, обязательно снимем, нам самим интересно, где там можно покушать. Там будет сложнее, конечно, выбирать, искать эти места, потому что там цены выше как будто. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди очень много, надеемся, что полезной и интересной информации. Выпуски у нас выходят регулярно, каждую неделю, и впереди вас ждут классные выпуски про Батуми. Ждем вас в следующем видео.